Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. Сегодня я решила снова попытаться сделать тигра. Прошлый тигр у меня получился каким-то грустным, и я решила попробовать сделать тигра не грустного. Туловище у меня будет, видите, просто штанину от джинс я отрезала. Спасибо, кстати, большое Елене Войнатовской за ее идею такого туловища. Все, наверное, рукодельницы помнят ее коров, которые прославились по всему интернету. И они имели вот такое туловище. Мне оно очень-очень понравилось. И я думаю, что можно абсолютно любую игрушку сшить с таким туловищем. Так, донышко я покажу. Вот так я делаю. Прикладываю штанину к картонке, отделяю вот так вот уголочки и приблизительно на такое же расстояние, видите, половинки как бы отчерчиваю и потом скругляю вот таким вот образом. У меня вот такая схемка получается, такая вот заготовочка. Вот. В принципе, получается, что вот так я делаю на глазок. Меня ни разу никогда не подводила вот эта схема. Вот, поэтому можете тоже пробовать так делать. Вот, смотрите. Вот это все, картоночка обтянется джинсой, и вот будет все подойдет. Так. Теперь я вот сейчас обведу маркером, чтобы было хорошо видно на экране. Я нарисовала вот такую вот форму мордочки головы. Так, вот здесь вот еще так ушки будут. Сейчас еще вот нарисую. Вот так вот носик будет, щечки. Вот, и вот здесь вот такие вот глаза. Вот такая вот смешная будет мордочка у тигра. А там как получится. Так, вот эту вот заготовочку я сейчас обрисую мелком и вырежу с припуском. Припуск у меня здесь где-то сантиметр расстояние. Полностью везде со всех сторон сантиметр припуск. Сейчас все это довырезаю. И потом покажу, для чего это у меня нужно. Так, еще у меня вот такие кусочки: носик, щечки, ушки и хвостик я приготовила. Хвостик, видите, я вот так вот бахромушку закрепляю на клей, чтобы потом пристрочить на машинке. Но бахрому вот уже который раз показываю, все всегда спрашивают в комментариях. Просто нарвала полоски и вот так вот вытаскиваю нитки до нужной мне длины бахромы. Все. Вот я пристрочила бахромушечки. Теперь вот так вот я сверну заготовочку и прострочу. Вот, вывернула уже. Вот такой у меня получился хвостик. Я его немножко набила и внутрь вот проволочку ставила, чтобы можно форму было придать. Вот, видите, удобно очень. И так слегка синтепончиком набила. Так, теперь щечки. Щечки вот так вот, видите, я бантиком таким закругленненьким сделала. Прострочила. Вырежу сейчас. Прострочила не полностью все, оставила вот здесь вот, видите, снизу отверстие небольшое. Сейчас я выверну, покажу, будет лучше видно. Вот, смотрите, вот оно, отверстие. Тоже набью так слегка синтепоном и потайным стежком буду пришивать к мордочке. Вот. Носик буду делать так же, как и у тигра в предыдущем видео, у грустного тигра. Такой же будет носик. Вот так это будет выглядеть. Вот я так примеряюсь. Сейчас мне нужно будет соединить вот эти две детальки, вот кусочек под кожу и джинсу. Вот здесь прострочу. Вот смотрите, вот так. Теперь разровняю шовчик, сложу теперь
таким образом. И вот здесь тоже проложу строчку. А потом я вот так вот сделала шов посередине и вот так вот уголком прострочила, где кожа. Вот. И теперь эту детальку я выверну. И, наверное, естественно, я ее сделаю покороче. Вот, смотрите, я вывернула ее, и все, что лишнее было, я внутрь заправила. Как раз и набивать не надо. Вот, и потайным стежком я вот сюда пришью этот нос с переносицей, и сверху глазки будут. Так, теперь здесь я на самой голове вот здесь полностью все прострачиваю. Вот, но сначала подложу вот сюда вот ушки, чтобы прострачивать уже вместе с ушками. Ушки сразу прихвачу. Так, все, я пристрочила. И вот аккуратненько с задней стороны прорезаю отверстие. Вот такое. Вот видите, просто. Через него я буду набивать. И за это же отверстие я буду крепить голову к туловищу. Набью синтепончиком. Вот, смотрите, как получилось. Ну, про это отверстие я потом покажу, как я буду делать. Пока мы его оставляем не зашитым. А края, все вот эти припуски я вот так вот надрежу ножницами. Осторожно, чтобы не прорезать строчку. Вот, и потом буду махрить. Вот, смотрите, везде я по всему кругу порезала, надрезала. И вот так вот щеточкой, чесалкой для кота я все это размахрю. Такая вот получится бахромушечка у меня. Вот видите? Все, вот голова у меня готова. Теперь я мордочку буду делать. Но что у меня получилось, я вам сразу не покажу. Покажу потом. Так, а пока займусь туловищем. Туловище, значит, выворачиваю наизнанку. И теперь вот здесь сверху буду прокладывать вот так строчку. Вот, видите, застрочила. Теперь беру уголочек с той стороны, которой у меня будет задняя часть. Там я буду сейчас застрачивать, предварительно туда вставив хвостик. Сейчас посмотрю, какой стороной. Так, соображу, где чтоб шовчик у меня был снизу. И вот так вот сейчас все это вместе сразу одним разом прострочу, немножечко закруглив вот эти вот уголочки. Вот так. Вот здесь проложу строчку. Все, хвостик у меня пришит. Вот, смотрите, так вот его сделаю, форму ему придам благодаря проволочке внутри. Вот. И с этой стороны я просто зашиваю это отверстие. Тоже так же закруглив вот эти вот уголки. Просто застрачиваю. Вот такой вот у меня получилась заготовочка туловища. Так, а теперь мне нужно будет бахрому пришить, полоски. Это ж у меня тигр. Но я тут думала, как это сделать. Вертела, крутила. В итоге решила вот так пришить. Пришивала вручную. Вот такой вот у меня тигр фирмы Adidas получился. И мне показалась заготовка высоковатой. Я решила низ подвернуть и прострочить. И как раз будет потолще низ. Донышко лучше подойдет. Более как бы тесно, чтобы пришивать было легко. И теперь буду набивать. Донышко сначала сейчас я вот так вот оберну на клей, закреплю вот эту вот джинсу. Вот, смотрите, вот так у меня получилось. Вот. И буду набивать теперь. Туловище набивать можно всем чем угодно.
абсолютно, и отходами ниток, и тканями, и синтепоном, и у кого что есть. Я набила, вот я уже тут все пришила, набила я поролоновыми кубиками. У меня от диванной, от старой подушки есть наполнитель. Вот, и я его, бывает, вот так вот применяю в игрушке. Вот, теперь вот сюда я пришью пуговицу. И на эту пуговицу потом вот этим отверстием одену голову, как на петельку в одежде. И потом эту петельку все вот так вот зашью лишнее полностью. И будет крепко держаться. И потом уже можно прикреплять дальше голову. Ну вот, немножко уже покажу, что получилось. И пойду уже к елке. Вот смотрите, какой у меня тигр. Мы всей семьей над ним хохотали весь вечер. Ну, в общем, я решила, что тигры, наверное, это не мое. Шить я их больше не буду, потому что у меня они не получаются. Ну, я так думаю, что не получается. Ну, веселое настроение мы, конечно, все получили от него. Вот, смешной такой получился юмористический персонаж. Вот, забавный. Ну, а у меня на сегодня для вас все. Вот такого тигра я сделала сегодня. Не знаю, кому смешно, посмейтесь тоже по-доброму над моим тигром. Разрешаю. Вот, а я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Это поможет моему каналу развиваться дальше. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До новых встреч.